Привет! Сегодня у нас 6-й выпуск моего путешествия к старине Илону про Лас-Вегас. И я расскажу про легендарную компанию «Запас», про казино и про то, как я чуть было не встретился с Дональдом Трампом. Поехали! Я приехал в Америку передать подарок Илону Маску. Получится у меня это или нет, это нам и предстоит выяснить. Друзья, мы прилетели в Лас-Вегас, и с самого аэропорта нас встречают игровые автоматы. Кто хотел бы сорвать джекпот? А приехал я в Лас-Вегас, чтобы, среди прочего, посетить легендарную компанию «Запас», основанную примерно 20 лет назад Тони Шейхом. Эта компания продает более 1000 наименований обуви и аксессуаров, а известна она своими 10 принципами. Попробую раскрыть эти принципы коротко. Главное – это максимальное удовлетворение клиента, а также построение внутри компании открытых и честных отношений в сочетании с некоторой долей безумия и странности. И при этом направленность на постоянное развитие и самосовершенствование. Есть любопытный факт. Как я уже говорил, основной принцип – это максимально удовлетворить клиента. Поэтому работники «Запас» не ограничены, абсолютно не ограничены в общении с клиентом. И есть рекорд – 10 часов беспрерывного общения с одним клиентом. 10 часов, представляете? Ну и вполне логично, что компания «Запас» почти не тратится на маркетинг. Около 80% клиентов компании – это постоянные клиенты. А если говорить про работников компании «Запас», то здесь тоже очень интересная ситуация. Здесь нет как таковой иерархии, и структура, она плоская. Есть, конечно, работники с немножко более расширенными полномочиями. Кстати, это напоминает структуру, как в компании «Вкусвилл», где также сотрудники одного магазина равны между собой, имеют равные полномочия. Есть только один сотрудник, у которого чуть-чуть больше полномочий. И при этом все сотрудники компании «Запас» проходят обучение, как общаться, как консультировать клиента. И поэтому в пиковый сезон, когда максимально много звонков, абсолютно все сотрудники садятся за телефоны и отвечают на звонки, включая самого SEO компании Тони Шейха. Обратите внимание на устройство офиса. Каждый сотрудник компании свободен в обустройстве своего рабочего места. Также в компании бесплатная еда, за исключением сладких газировок и вредных снеков. А еще тут есть тренажерный зал, куда может сходить каждый сотрудник в свободное время. И есть зал для сна и отдыха. Сам Тони Шейх любит минут 20 днем вздремнуть. И вообще тут очень весело. А если хотите узнать про эту компанию поподробнее, почитайте книгу «Доставляя счастье» Тони Шейха. Почему мне принципы этой компании интересны? Потому что я считаю, что это принципы компании будущего. И каждая компания хотя бы толику этих принципов должна внедрить. Ладно, это было небольшое лирическое отступление, или большое, как посмотреть. Ну что, пошли гулять по Вегасу? Когда я прилетел в Лас-Вегас, я тут же арендовал машину, потому что по Америке без машины передвигаться невозможно. И арендовал я ее в огромнейшем месте, в огромнейшем здании, которое находится рядом с аэропортом, где сидит просто невероятное количество разных компаний, сдающих в аренду машины. Я больше нигде в мире такого масштаба не видел. Приезжайте сами и посмотрите. Друзья, мы находимся в легендарном казино, одном из самых крупных, называется Caesars Palace.
Дворец Цезаря. Кстати, в этом казино снимался фильм «Hangover» или «Мальчишник в Вегасе». И это не улица, обратите внимание, это магазины в помещении. Это потолок. Это казино очень большое. Я когда шел сквозь него, мне понадобилось минут 20, чтобы дойти до выхода. Просто у меня из отеля шаттл приходит ровно внутрь казино. Хитро так устроено. И сейчас мы пойдем сквозь него. Здесь заканчиваются, ну или начинаются, смотря с какой стороны посмотреть, торговые ряды. И сразу после них, конечно же, казино. Вот они. Игровые автоматы, столы и все прочее. Сейчас попробуем подойти поближе. Хотя здесь запрещают прям снимать их. Но я попробую потихонечку чуть-чуть подснять. Ребята, кто из вас фанат Гордона Рамзи и его адской кухни? В этом казино целых 2 его ресторана. Идем дальше. А вот тут, похоже, делаются ставки на спорт. Прям вокруг бара стоят экраны, где ты сможешь сделать ставку и поиграть. Тут у самого входа в казино находится статуя Цезаря, которая мелькнула в фильме «Мальчишник в Вегасе». А тем временем игра идет полным ходом, народ со столами, блэкджек, рулетка, все как положено. Вокруг ходят официантки. Кстати, в казино алкоголь бесплатный. В казино делают все, чтобы максимально удержать тебя на месте, чтобы ты проиграл как можно больше денег. Огни Вегаса. Идем ближе. В Лас-Вегасе вы найдете достопримечательности почти любой страны. Например, вот Эйфелева башня. Вполне себе. Вот так выглядит главный вход, Caesars Palace. А мы идем дальше по основной улице, она называется Стрип. Выглядит она вот так. Огни, машины с рекламой, огромное количество людей. Кстати, в Лас-Вегасе разрешено пить прямо на улице алкоголь, в отличие от остальной Америки. Дэвид Копперфильд. Не знал, что он еще выступает. Совершенно не слежу за его карьерой, но вот, как видите, в казино MGM Grand можно на него посмотреть. Иду по улице, а Caesars Palace все никак не кончается. Вот здесь вход находится The Forum Shops. Это как раз вот магазины, я изнутри показывал, как они выглядят. Я уже говорил, они самые прибыльные на квадратный метр считаются в мире. Я такие данные слышал. А по соседству с казино вот такой вот товарищ проповедует обернуться к Богу, обратиться к Богу. А через дорогу находится отель Venetian, отель-казино. Внутри него
Находятся настоящие каналы с гондольерами. На самом деле очень красиво. Ну уж если грешить, то грешить по-крупному. Можно заказать и девочек. Казино, алкоголь. Еще здесь легально трава. В общем, все по полной программе. Это Вегас, детка. У-у-у. Целый пиратский корабль. Ну, конечно, здесь же находится казино. Внимание, Treasure Island, остров сокровищ. Ну и корабль при нем. Красиво на самом деле. Ну вот я и вернулся обратно в номер. Напишите, кстати, как вам Лас-Вегас. А завтра меня ожидает поездка в Лос-Анджелес. Там тоже будет много всего интересного. И это вы увидите в следующем эпизоде. Пока. Доброе утро. Кстати, я вчера забыл вам кое-что рассказать. Я, когда возвращался в отель с прогулки по Лас-Вегасу, все вокруг, вот на подходах к отелю, было перекрыто полицией. И на входе в отель стояли рамки, и полиция всех досматривала, была очередь. Но поскольку не разрешили снимать, я не стал об этом упоминать, думал, мало ли что. А утром я почитал новости и обнаружил, что, оказывается, вчера вечером в Лас-Вегас приехал президент Америки Дональд Трамп. И он, конечно же, остановился в своем отеле, где, собственно, проживаю эти 2 дня и я, Трамп Интернешнл. Я, конечно, не мог подумать о том, что это реально приезжает президент, потому что меры безопасности явно не соответствовали тому, что было бы в России, если бы в какое-то место приехал президент. Все бы закрыли, никого бы никуда не пустили, и, наверное, кордоны выставили на несколько километров. Тут же просто досматривали, проверяли и пропускали дальше. Машины, там был отдельный кордон, всех, в принципе, пропускали. И в отель то же самое. Все постояльцы, все, кто приезжали, их просто проверяли и пускали в отель. Отель у Трампа, кстати, весьма неплохой. Для Лас-Вегаса и вполне доступный для такого уровня. И меня приятно удивило, кстати, наличие кухни в номере. Я совершенно не ожидал, что она может быть тут. И, в общем-то, все очень удобно и классно. Сейчас покажу вам несколько кадров. Такие рюкзачки тут дают детям. Trump Kids. С фонариком, карандашиком. Еще там очки были. Уже дети куда-то дели. А вот так выглядит комната. И что меня больше всего удивило, это, конечно, кухня с плитой, микроволновкой. И там еще измельчитель мусора в раковине есть. Телек. И, конечно, ванна. Сейчас вам покажу. Вот так она выглядит. 2 раковины, ванна. Здесь вот туалет за дверкой, и тут за дверкой, дверка открыта, душ. Вот такой номер. Ну все, ребят, я поехал в Лос-Анджелес. Не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски про Америку и вообще про наши часы. Ну все, пока. Вот так, ребята, меня встретил Лас-Вегас и Дональд Трамп. А тем временем мы едем в Лос-Анджелес. До встречи через неделю прямо там. Напишите внизу в комментариях, как вам понравилось это видео, и не забудьте поставить лайк. Пока!